Здравствуйте, с вами Субботина Елена. Всем счастья, добра, здоровья. Наступают холодные времена и пора утепляться. Сегодня я хочу сшить шапочку и снуд. Снуд в 2 оборота. Шапочка трикотажная, снуд тоже из трикотажа. Для этого нам понадобится любой теплый трикотаж. Вот я купила себе такой тепленький, мягкий, хлопчатобумажное трикотажное полотно. Точно такой же кусочек нам надо отрезать от основной ткани. Лицевую сторону сюда прикладываю. Выравниваю края. Давайте вначале сошьем снуд, потом займемся шапочкой. Сейчас мы трикотажным швом на обычной швейной машинке при помощи трикотажной иглы сделаем 2 шва, прострочим по этой длинной стороне и по этой длинной стороне. Короткие стороны мы пока не трогаем. Шить я буду трикотажной строчкой, вот такой. Она получается очень прочная, не рвется. Игла делает такие движения: вперед, назад и снова вперед. Получается тройная строчка, очень прочная. Вот устанавливаем ее. Так, вот сюда у нас трикотажные швы. Вот здесь вот Все, трикотажная строчка у нас установлена. Начинаем просто шить. Прострочила. Теперь нам это надо сшить в кольцо. Вот таким образом сшивать. Это ошибка. Вначале мы вывернем на лицевую сторону. На лицевую сторону совмещаем швы, раскладываем припуски в разные стороны, скалываем. Вот теперь можно вывернуть. Получился вот такой чулок.
раскалываем и оставляем, я оставлю на цветной стороне, здесь потом будет меньше заметно, когда будем зашивать. Оставить небольшое окошко для того, чтобы мы могли вывернуть. Вот здесь не застроченная. Хотя можно оставить в любом месте. И прострачиваем. Вот сейчас снуд, когда мы здесь скололи, ну, выглядит вот таким образом. И прошиваем. Теперь у нас осталось незастроченный вот здесь участочек. Через него выворачиваем. И теперь возьмем иголочку с ниткой и зашьем вот этот участок. Зашила. Снуд у нас готов. Его можно носить с этой стороны, рожу это перекручивать. Ткань у нас трикотаж, поэтому она тянется. И шапочка у нас должна быть немножко с натягом. Нам надо посчитать коэффициент растяжимости ткани. Отмечаем булавочками 10 сантиметров. 10 сантиметров. И здесь фиксируем около 0 эту сторону. Так, сделаем. Фиксируем здесь, эту начинаем растягивать. Не будем сильно растягивать, чтобы шапка сильно не была в натяг. Ну вот так нормально она уже будет. Так, 11 сантиметров. Коэффициент растяжения считается так. Первоначально 10 сантиметров делим на то число, которое у нас получилось. 10 делим на 11. Коэффициент растяжения я возьму 0,9. Теперь мы измеряем окружность головы, какая у вас получилась, и надо умножить на этот коэффициент. У меня 58 умножить на 0,9, 52 сантиметра. Во-первых, нам надо будет снять два размера. Вот это глубина шапки от затылка до лба и окружность головы. Это я условно назвала А, это Б. Вот выкройка такая. Вот это половина размер по окружности. В данном случае вот это уже с учетом коэффициента растяжимости. Этот размер прямоугольника, из которого мы будем это все выкраивать, это глубина шапки плюс 10 сантиметров, чтобы она у нас в натяг на голове не была. Вот это лицевая сторона, это внутренняя сторона, это наружная. Здесь будет у нас 8 клинышков, здесь 4. Глубина клиньев здесь 8, здесь 6. Вот просто надо будет рассчитать. И я не стала давать выкройку, потому что у каждого свои числа, свои цифры. Посчитайте сами. Сейчас я сделаю для себя выкройку и буду кроить здесь. Вот такие вот ручки. Они продаются сейчас во всех канцелярских магазинах. Называется «Пиши, стирай». Огромный ассортимент. Если здесь провести утюгом, она исчезнет. Оставляем на припуск на шов.
И еще сюда прикладываем. Теперь, чтобы все красиво, аккуратно получилось, надо вот это сметать. Складываем. И сметываем здесь, и с этой стороны все сметываем. Вот я заметала. Теперь надо аккуратненько все это прошить. Вначале мы прошиваем. Вот здесь у нас средний шов по спинке будет. Вот эти два. Потом вот эти два. Потом вот эти два. А средний вот этот вот вместе. Все, и с переходом на спинку. Прошили шов, обрезали. Прошили шов, обрезали. Так со всеми. И потом уже вот этот вот средний. И прошиваем полностью. Не доходим здесь. Здесь уже прошито. Здесь строчка у нас закончилась. Составляем со стороны спины, ну, шов со стороны подклада. Небольшой отрезок незастроченный, через который будем выворачивать шапку. А так вот все это прошиваем. И так все остальные. Вывернули, и теперь на руках зашиваем.
По этой выкройке вырезаем 3 лепесточка. А белые лепесточки вырезаем немножко больше по размеру. Складываем так, чтобы с обеих сторон одинаково было. Припуск одинаковый. Строчка, когда мы собираем оборки, как мы ее делаем? Ослабляем натяжение верхней нити, делаем максимальный шаг, строчка прямая, максимальный шаг, максимальная длина стежка и прямой строчкой прошиваем. И дальше за нитку от челнока делаем сборку. Здесь делаем то же самое. Максимальная длина стежка на прямой строчке. Ослабляем натяжение верхней нити и строчим посередине. Потом нам надо будет это все присобрать. Все 3 лепесточка. Теперь я просто сверху застрочу зигзагом, чтобы закрепить вот эту сборку, чтобы она держалась не на этой нитке, а просто была... Ну, закрепим сейчас. И теперь вот это детальки вот такие будем нашивать на шапку. Эти детали у нас готовы. Сейчас будем пришивать их на шапку. Это, я шапку померила, сложила там, где мне удобно. Складываем, потому что сейчас будем пришивать. И потом уже трудно будет что-то переделать. И теперь эти листочки можно на себе, можно где-то немножко ближе к центру. Здесь прикалываем. Располагаем, как нравится. Вот таким образом.
Можно расположить так, как нравится, если вам не нравится так. И пришиваем вручную. Пришила, но получается такая история, что они пытаются опуститься вниз. Ну, это нормально. Закон притяжения еще никто не отменял. Поэтому аккуратненько в одном-двух местах здесь надо закрепить. Не у самого края, в серединке. Буквально пара стежков хватит, чтобы это в глаза не бросалось. В одном-двух местах. Как-то надо украсить это место. Можно здесь сделать какой-то цветочек из этих тканей. Я решила приколоть брошку. Брошку можно любую, какая вам понравится. Вот таким образом получается. Ну, все, у нас комплект готов.